В Московской консерватории сегодня сошлись Восток и Запад. Под звуки классической иранской музыки и пленительной восточной поэзии столичная публика погрузилась в атмосферу магической красоты и роскоши древней Персии. Зарби, Чахар-Мезраб и, конечно, Аваз. Названия жанров звучат как песня. Хотя Аваз – это и жанр, и стиль пения, и техника звукоизвлечения, и даже состояние души. Хосейн Нуршарк – один из тех, кто блестяще владеет секретами традиционного Аваза. Мудрость восточной поэзии и музыки он передал в сопровождении популярного в Иране коллектива «Гамар». Это иранская каманче. Она возникла тысячи лет назад, гораздо раньше, чем европейская скрипка. Корпус из вишневого дерева или тутовника, под струнами кожа барана. Играют на каманче, поворачивая не смычок, а корпус инструмента. Считается, что его жалобный звук пронзает душу, как стрела. Настроить каждый из классических иранских инструментов, а их у музыкантов 6, непросто. На саундчек ушло больше часа. У сантура, к примеру, 72 струны. Его, кстати, считают персидским предком фортепиано. Для особой звонкости используют палочки-мизрабы. Эту программу музыканты несколько месяцев готовили в Тегеране. На стихи персидских классиков Навид Дехган сочинил 8 новых произведений – авазов и таснифов. Авазы – композиции спонтанные, как в джазовых джем-сейшенах. Певец случайно компонует мелодии. Таснифы, напротив, продумывают заранее. Наша музыка все равно остается классической. В ее основе мелодические формулы, которые исполняли тысячелетиями. Из современности мы привносим новые ритмы. Московский концерт иранцы назвали по-восточному мудро – «Еще». На вопрос «почему?» отвечают – человеку всегда чего-то недостает. Но дают и более приземленные объяснения. С каждым новым выступлением в России у иранской музыки все больше поклонников. Но «довольно» говорить еще рано. Мы могли бы найти тех людей, которые могут глубоко войти в контакт с этой музыкой, потому что для слушания этой музыки, наверное, нужно подготовленное мышление, не только слух. Слушатели на концертах иранской классики просят отключать не только мобильные телефоны, но и свои мысли. Только так можно понять древние истоки этой музыки, затейливой, как персидские узоры. Эльвира Могилевская, Дмитрий Котов. Новости культуры.